Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Давайте посмотрим, с чего начнется Новый год. То есть мы посмотрим, что вас ждет в январе. Итак, работает с нами несколько колод. Начнем мы с колоды 78 дверей, рассмотрим вашу характеристику. Итак, поехали. С чего же начнется ваш Новый год 2025? Какие события, какие ситуации привлекут ваше внимание, на что вы обратите внимание и так далее. Итак, что сейчас происходит в вашей жизни? Но здесь у вас, скорее всего, какие-то неприятности с императором, то есть с мужчиной, который вас недооценил. Есть некая зависимость, есть какие-то ограничения, может быть, вы на расстоянии, может быть, между вами пауза, может быть, случилось что-то, что вас разочаровало, но как будто бы сейчас вы ждете от этого человека определенных шагов и определенных действий в вашу сторону. Ну и что с этим императором? Но вы четко понимаете, что должны произойти какие-то новые перемены, какие-то новые события, но человек пока находится в неких ограничениях, в неких зависимостях. Кстати, у кого-то здесь может быть треугольничек, ну то есть конкретно, да, вы понимаете, что человек здесь у нас смотрит налево, или же вы являетесь тайной женщиной, и вы хотите в этом разобраться, вы хотите понять это. Также у кого-то может проиграться, что человек сейчас проходит процесс бракоразводный, да, то есть, ну, он пытается освободиться, но это все нелегко и непросто, и вы не можете быть вместе, пока человек полностью не решит все свои проблемы. Но здесь явно какой-то император, две женщины, одна любимая, одна стабильная, да, грядут перемены, нужно что-то изменить, но для этого нужно взять ситуацию в свои руки. То есть именно на мужчину у нас выпадает 4 старших аркана, то есть у него в жизни происходят какие-то перемены. Кстати, между прочим, если вы прекрасно понимаете, что у вас нет треугольников, что никто не вмешивается в ваши отношения, кстати, здесь могут вмешиваться и родственники, а также может быть большое влияние мамы на ваши отношения. То есть, когда она то живет с вами, то она руководит отношениями, то она пытается поставить какие-то условия, то сына пытается как-то настроить против вас и так далее. Вот сейчас как будто бы происходит такой процесс, когда нужно от этого освободиться. Если мужчина свободен, то вы хотите, чтобы мужчина решился на серьезный шаг в вашу сторону, чтобы сделал предложение, чтобы как-то уже он, ну, может быть, даже перевел отношения на что-то более серьезное и так далее. То есть вам нужно новое направление, вам нужны какие-то новые перемены, вам нужен новый этап, но на данный момент вы не можете дождаться это от вашего мужчины. То есть мужчина здесь прям конкретно тормозит процесс, портит ситуацию, на что-то не решается, к чему-то он не готов, находится в каких-то ограничениях. А вы ждете терпеливо, пока ждете, но все же стоите на своем. То есть вы четко понимаете, что вам нужно. Так, хорошо. С чего начнется 2025 год? Вот прям конкретно. С чего же он начнется? С королевы Пентакли. Мгм. С принятия решения, с прояснения какой-то ситуации, с разрешения какого-то конфликта вы можете то ли помириться, то ли добиться, то ли конкретно уже понять, что к чему. И, между прочим, новости, которые сообщит вам этот человек, вас порадуют. Но честно могу сказать, здесь не обязательно личная жизнь. Может быть, вы получите хорошие результаты ваших анализов, да, кто лечился, кто проходил какое-то лечение, обращался к врачу, а кто-то найдет очень хорошего врача для того, чтобы, может быть, что-то улучшить в себе или что-то исцелить в себе. Видите, обезопасить свое здоровье. То есть человек, король мечей у нас может проиграться как или врач, или специалист, очень хороший специалист в каком-то деле. То есть вы прям найдете человека, который сможет вам помочь выйти из определенного лабиринта, предложит что-то, научит чему-то, даст какой-то совет. Кстати, у кого-то духовный наставник может проиграться. Но дело в том, что при появлении этого человека ваша жизнь явно улучшится. Король мечей, кто ты такой вообще? Давайте проясним.
король мечей, человек, который стоял перед выбором, или человек, который был далеко. Ну, смотрите, да, здесь может быть знакомство по интернету, наконец у вас будет встреча, и вы конкретно поймете, что вот-вот встреча не за горами. То ли будете организовывать процесс, то ли будете как-то вы даже подстраиваться под эту ситуацию. У кого-то человек, наконец, может освободиться от чего-то и принять очень важное решение. Ну, то есть, смотрите, карта мира – это освобождение, освобождение от каких-то рамок, от каких-то ограничений, от того, что раньше у вас никак не получалось. С чем это связано? В выборе. Может, просто человек не мог решиться на серьезные отношения. То есть он думал, нужны мне эти отношения, не нужны, потяну я эту женщину, не потяну, она ли мое счастье, она ли мое будущее и так далее. Или же здесь конкретно человек принял решение по поводу того, что пора уже сделать выбор в одну сторону. Но здесь четко видно, что есть ясность, все, что было скрыто, выходит наружу. Если были какие-то тайны, это все разрешается и разрешается в позитивное для вас направление. То есть вы будете довольны то, что произойдет, то, что разрешится. Ну и еще, конечно же, здесь, честно могу, очень часто проигрывается звезда, как возможность исцелиться или возможность забеременеть. Ну, например, если вы долгое время лечились, если вы не могли осуществить свою мечту, кстати, ждите новость, вы можете на самом деле понять, что вы беременны. И для вас начало года проиграется как неожиданной беременностью. То есть я честно могу сказать, что человек, даже если здесь и лечился, и к этому шел тяжелым путем, как будто бы потерял надежду. Ну, то есть вы уже успокоились и отпустили эту ситуацию, а вам тут раз и дается прекрасная новость, потому что вы здесь в выборе стоите. Влюбленный говорит о том, что, ну, если будет, будет, если не будет, не будет. То есть хочу быть матерью, но если Бог не дает, что теперь делать? А тут раз вам и дали, да? Но это для кого актуально, конечно же. Смотрим дальше, давайте посмотрим. Но здесь я вижу, и к чему приведет вообще эта ситуация. Так, король жезлов. Угу. Девятка же пентакли. Но я говорю, здесь как будто бы прояснение благодаря действиям мужчины. И вот мы смотрели, у нас же выпадало, да, что человек как будто бы боялся каких-то перемен, он находился в каких-то ограничениях, он находился в каких-то рамках, как будто бы он чего-то то ли опасался, то ли остерегался. И вот, наконец, здесь человек решился. К чему это приведет? Да вы поймете, что человек вас ценит, что для человека вы важны, и что, наконец, все, что вызывало у вас сомнения или страх, уйдет и останется в прошлом году. Хорошо, а какими именно поступками он это все сделает? Ну, выход из бездействия, неожиданным предложением, кстати, выход из зоны комфорта, из паузы. Вот у кого была пауза, у кого были ситуации, которые все никак не решались, ну и к чему это идет? Ага, что вы теперь имеете одну цель на двоих, в нее вкладываетесь и совместно решаете какие-то проблемы. То есть, видите, здесь как будто бы одиночество вдвоем или как будто вроде есть человек, но с другой стороны вы не чувствовали его присутствия. Когда, например, просто встречаемся без прояснения, что будет дальше, или есть какие-то обстоятельства, которые вам мешали, вот эта ситуация, она разрешится. Да, вы поставите точку на этом. И, между прочим, да, видите, солнце, достигнете цели, видите, какой прекрасный результат. Солнышко всегда говорит нам о том, что наконец цель достигнута. То, за что боролся, то, что хотела. Сейчас все ясно, все понятно. А сейчас я понимаю, что мне ждать от этих отношений. И нет никого, кто бы портил нам эти отношения. Ну, прекрасно. Я думаю, что все-таки здесь ситуация разрешится позитивное для вас направление. И в январе вас ждет, во-первых, встреча, которая пройдет для вас очень ярко, запоминающаяся. Встреча, где будет на самом деле, может быть, для кого-то сделано предложение, для кого-то прояснение ситуации. Кто-то может все-таки понять, что делать дальше. Если все-таки это касаемо, да, какого-то предложения или же принятия решения по поводу определенного решения, вы сделаете правильный выбор.
вам посоветуют то ли врача, то ли возможность излечиться очень даже комфортным для вас способом. Так, давайте смотреть дальше. Январь, январь, январь. Что же даст вам еще январь? Давайте смотреть на колоде Таро Уэйта и посмотрим конкретно, с чего начнется ваш 2025 год. Важное событие января, что вас порадует, что вас, может быть, вдохновит, что даст вам возможность наполниться определенной энергией. Вот опять, как у нас и выпадало, да, здесь у нас ситуация, которая все никак не могла разрешиться. То ли человек был далеко, вот сейчас приятная новость, приятное событие, вы поймете, что вы желанны, вы поймете, что вас ценят, что для человека вы именно та цель, которую он решил достигнуть, или та, в которую он хочет вкладываться. То есть пятерка пентаклей – это когда было недоверие, то есть человек не верил вообще, в принципе. Надо, не надо. Да, здесь тупиковая ситуация разрешается. Что-то было в подвешенном состоянии, что-то не ладилось. Здесь как будто то ли человек меняет образ жизни, или вы меняете образ жизни. Но, честно говорю, Новый год для вас будет очень важным. То есть для вас это прояснение, для вас это разъяснение. Так, минутку, у меня звонят в дверь. Минут. Итак, продолжаем. Извините за паузу, мне нужно было отлучиться. Итак, смотрите, здесь четко видно, да, что то ли человек решил изменить свой образ жизни, то ли он на что-то решился на какие-то перемены. Здесь дорога, здесь движение, здесь развитие, здесь продвижение. Ну да, здесь как будто бы на самом деле вы друг для друга проясняете ситуацию. Еще здесь очень важный разговор. Разговор, который не просто, вот знаете, как поговорили как друзья, и все. Нет. Этот разговор как будто бы даст вам возможность спланировать ваше будущее. К примеру, вы поймете, что благодаря какому-то предложению теперь ваша жизнь меняется. Это может быть переезд, это может быть что-то будет меняться, изменяться. Ну и с чем это связано? Новое предложение. Для вас это прям победа, для вас это успех, для вас это любовь, для вас это наслаждение. И еще вот честно могу сказать, для кого-то прям это беременность. Кто-то прям узнает, что вы беременны, что наконец свершилось и так далее. Еще чем может порадовать вас январь? Достижениями ваших детей. Ну, к примеру, кто-то может понять, что ребенок сдал все экзамены, и вас это будет не просто радовать, для вас это как будто бы решение такой большой проблемы, которая говорила о том, что в зависимости от того, как человек будет учиться, как он будет продвигаться, зависит и ваша дальнейшая жизнь. Ну, может быть, вы из-за него переезжаете, может быть, на что-то решаетесь, может быть, откладываете какие-то деньги. Вот здесь победа, здесь успех, здесь решение этой ситуации, которая даст вам возможность порадоваться за близких вам людей. Ну-ка. Потому что, видите, я вижу, что ваша фигура здесь есть. Но дело в том, что я не вижу здесь ни королей, я вижу два пажа. Что такое два пажа? Это новое начало и два туза. Новый путь, новое начало, выход из тупика, выход из каких-то ограничений. Такое чувство, как будто бы у вас прям резкий прорыв. И не только в одной сфере. Здесь явно идут ситуации, которые вас будут радовать, наполнять, которые будут, скорее всего, вас вдохновлять. Это когда люди к вам тянутся. Вас окружают именно те люди, которые вам нужны. Кстати, здесь может быть очень большой праздник, на который вас пригласят, и вы можете встретить очень много близких вам людей, с которыми вы давно не виделись. Еще. Угу. Получение каких-то денег.
Так, смотрите, император, императрица. Сейчас мы будем пояснять, но я вижу, что он прям к вам тут нацелился, к вам направился, прям бежит, спотыкается. Здесь, видите, два рыцаря. Если раньше этот человек у нас стоял и думал, и, может быть, закрывался, то сейчас он прям конкретно выбрал направление в вашу сторону. То есть человек решил вкладываться, решил как-то, вы знаете, доказать поступками, что вы для него важны, что эти отношения, скорее всего, приведут вас, ну, может быть, к какому-то будущему. Император, с чем ты идешь? Потому что была закрыта. Кстати, еще император у нас может проиграться как какое-то деловое предложение. Предложение по поводу заработка, предложение по поводу работы. Двойка жезлов, перемены, да, то, как я буду действовать, то, как я буду вкладываться. Ну да, совместные планы на будущее. Тут явно человек идет с какими-то планами по поводу вас. Давай или вместе работать, или развивать отношения. Здесь уже смотрите, кто как. Почему? Потому что здесь пентакли, одна кубковая масть. Все остальное это жезлы и пентакли. Здесь такое ощущение, как будто брак по расчету, да, вот если это отношения, то это брак по расчету. Это когда вы прекрасно понимаете, что этот человек дает вам, ну, может быть, какую-то основу. Этот человек может решить ваши проблемы финансовые, этот человек может решить, может быть, то, с чем вы давно боролись. То есть вот прям дать вам некий фундамент. То есть вы понимаете, он стабильный, ему можно доверять, там, на него можно положиться, ему можно довериться и так далее. С чем же он все-таки идет? Вот я говорю, здесь как будто кубковая масть переплетается с пентаклевой. Это ли роман на работе, то есть человек проявится и скажет: слушай, вот ты мне давно нравилась, давай встречаться. Видите, из каких-то рабочих деловых отношений перерастает в более что-то серьезное. Действие, вот третий рыцарь жезлов. Очень важное событие, когда идет движение в вашу сторону некого императора. И император идет не просто так, он идет с деловым предложением, он идет с успешным предложением, то, что может вас порадовать, то, что может вас наполнить. То есть влияние этого человека очень будет актуальным. И оно как будто выводит вас из четверки пентакля. А что такое четверка пентакля? Ну, это когда что-то закрыто, что-то не решается. Так все-таки с чем ты идешь? Хочу докопаться, но выход из зоны комфорта. Предложение, честно могу сказать, не обязательно это любовь. Это может быть очень выгодное предложение, которое может решить ваши финансовые проблемы. И вы четко можете понять, что вы теперь можете то ли зарабатывать по-новому, то ли, может быть, купить что-то, продать что-то вот благодаря этому человеку. Может быть, у кого-то появится шанс приобрести жилье, недвижимость, вложиться в это. И именно в январе вы будете принимать решения, и шансы, которые перед вами появятся, дадут вам реализовать свою мечту. Так, смотрим дальше. Ну что, давайте зададим тогда вопрос. Каким будет для вас февраль? Мы посмотрим, что уйдет в феврале. Я хочу посмотреть на колоде колдовское таро. Что уйдет в январе? Что придет в январе и чем сердце успокоится. Ну, вот такой сделаем небольшой, да, мини-раскладик для того, чтобы просто посмотреть, что же все-таки даст вам январь. Итак, что уйдет? Что придет в январе месяце? Ну и чем сердце успокоится. Это будет такое завершение, чтобы вы понимали, какой будет для вас январь. Мы еще сделаем мое будущее в январе, хотя не знаю, буду я делать его или нет. Многие в январе не работают, многие на праздниках, да. Поэтому, так как в моем будущем мы рассматриваем несколько сфер, и деньги, и работу, ну не знаю, может быть, я сделаю голосование, а вы проголосуйте и дайте мне понять, нужен ли вам вообще этот расклад. Итак, поехали. Что уйдет в январе? Угу.
Ну, когда вы боролись за справедливость, когда вы пытались отстоять право на что-то, когда вы пытались на самом деле что-то изменить, когда вы пытались добиться, может быть, ясности, четкости. Почему? Потому что было вам что-то непонятно, что-то от вас было скрыто, что-то от вас было замаскировано. Может быть, кто-то вам что-то обещал, но так и не делал. Вот здесь, когда вы боретесь за то, что пора что-то менять, что-то изменять, вот это уйдет. Борьба. Борьба за то, что я достойна. Борьба за отстаивание своих интересов. Это все уйдет. Ну-ка, что придет? Угу. Но для многих шанс влюбиться, для многих шанс решить какие-то кризисные вопросы, для многих получить выгодное предложение придет. То есть, понимаете, король кубков у нас может проиграться прям мужчина для будущего, и вы четко будете понимать, что этот человек вас любит, что он готов строить с вами будущее, что это уже все ваша основа, ваша опора, вам не нужно никого уже искать, что вы уже нашли того, кого искали, или вы уже остановите свой выбор на этом человека, потому что он внес ясность, он вам что-то предложил. Здесь шанс перейти на новый уровень, договориться, помириться, построить планы на будущее. Я хочу посмотреть, с чем это связано. Угу. Король мечей, как будто человек над чем-то долго думал. И паж жезлов, он, ну, решил для себя. Да, здесь человек решился на какой-то новое направление в своей жизни, принял решение. Здесь мужчина, который идет с новостью о том, что все, давай идем в будущее, давай решать то, что мы не решили, давай по-новому. Да, человек обнуляется от какой-то борьбы, освобождается, и он принимает, что вы для него императрица, что вы для него женщина важная, что вы именно та, с кем он хочет построить свою судьбу. Если вы одиноки на данный момент, здесь у вас появляется новое знакомство, то есть 3 пажа, которые, если честно, дадут вам возможность занять статус императрицы, стать близким, родным человеком для кого-то, понять, что этот человек для вас будущее, понять, что этот человек для вас судьба, новое начало. Смотрим дальше. Чем сердце успокоится? Тройка жезлов, планы на будущее, радость, успех, перемены в судьбе. Ну, конечно, не могло быть по-другому, да? Судьба меняется в лучшую сторону, вы понимаете, что теперь есть новые мысли, новые чувства, новые направления. Когда вы понимаете, что то, что вас тревожило раньше, вас больше никогда не потревожит, и что теперь для вас это новый этап в жизни. Ну, еще, ну, здесь прям радость. Честно могу сказать, комфорт, радость, наслаждение. Вы знаете, можете расслабиться. Почему? Потому что прошли свой кармический урок. Чем сердце успокоится? Да тем, что страшный суд дает вам возможность выйти на новый уровень, выйти из какой-то, ну, даже тяжелой ситуации, неопределенной ситуации, выйти на новый уровень. Да, вы идете к солнцу. То есть для вас Новый год прям с января уже говорит о том, что все прояснено. Очень яркие события, очень радостные события. События, которые не заставят вас больше сомневаться, переживать и бороться за то, чтобы отстоять право на что-то. Почему? Потому что судьба вам теперь это дает. Дает вам вознаграждение, статус. Кого-то ждет предложение руки и сердца, кстати, а кого-то ждет встреча с будущим мужем, а кого-то пополнение в семье. Ну что, удачи вам, всего хорошего. Мы обязательно встретимся в новых эфирах. Пока-пока. Кстати, подписывайтесь на Телеграм, я буду туда транслировать, скорее всего, видео с этого канала, чтобы мы не потерялись, ну и чтобы вы могли посмотреть в более комфортной для себя обстановке. Пока-пока.